Если возникает явная угроза обществу, в частности стихийное бедствие, катастрофа, эпидемия, мы часто убеждены, что государство или чиновники, люди в правительстве знают о ситуации лучше нас. Они обладают всей информацией, а значит принимают верные решения, даже если там сидят глупые и злые люди. Но сейчас я покажу, что это не так даже в закрытых обществах. Почему без представительства демократия не имеет смысла? Потому что у тех, кто правит людьми, должна быть информация о них, об их желаниях, целях и прочем. Но какой бы развитой ни была демократия, у государства не будет всей информации обо мне. Сегодня я выбрал своего представителя, он знает, чем я живу и чего я хочу. Но завтра моя жизнь немножко изменится. Я проснусь уже немножечко с другими требованиями к жизни и в других условиях. У избранников нет актуальной информации о людях даже в самой примерной демократии, не то что в закрытых обществах. И отсюда мы должны сделать вывод. Информация о людях актуальна есть только у них самих. Поэтому их решения всегда будут лучше решений любого государства. Значит, людям не хватает только информации об угрозе, о ситуации. Здесь разница в открытых и закрытых обществах намного сильнее. В открытом обществе люди имеют доступ к информации от правительства и из разных СМИ независимых. Более того, в современном мире люди могут получать информацию напрямую от специалистов и очевидцев благодаря интернет и социальным сетям. В любом случае у меня есть выбор, и все источники информации вместе создают сложную, но максимально близкую к реальности картину мира. В закрытом обществе у меня нет прямого доступа к информации, а государства и зависимые от него СМИ обладают монополией на освещение событий, и я это знаю. Важно понять, люди вне демократиях не глупее тех, кто живет в свободных странах. Но у них нет доступа к информации. Она или недоступна, или искажена. Когда наступает угроза, люди понимают, что у них нет выбора и нужно подчиниться мерам государства. Не потому, что они покорны или слабые сами по себе. Они знают, что не обладают информацией для принятия лучшего решения и вынуждены покориться. У нас две крайности. Если люди в обществе обладают всей полнотой информации о ситуации, об угрозе, то они могут сами принимать решения. Сама информация будет их координировать. И это идеальный вариант. Но если общество закрытое, информация искажена и люди ей не доверяют, то координация и действия, запреты государства могут иметь смысл. Но оно не обладает информацией о людях. И его действия и решения несут новые угрозы и новые риски. С вами был Николай Помещенко, «Мир в экономике». Вы знаете, как оценить это видео и канал, если вам понравился контент. До свидания.